Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я хочу показать вам, как я выполняю такую нежную вуаль при помощи аэрографа. Это очень интересный дизайн, делается он при помощи трафаретов. Так что, если вам интересно, то продолжайте смотреть это видео. Для дизайна я подготовила 3 типсы разного оттенка, также покрыла их матовым топом с сатиновым эффектом, для того, чтобы хорошо ложилась аэрография. Также нам нужен аэрограф, у меня Jazz аэрограф, и все ссылочки внизу будут в описании на обзор этого аэрографа. Также нам нужна водичка и 3 краски для аэрографии. Это черная, малиновая, ягодная и белая. Все для того, чтобы попробовать разные оттенки на разных типсах. Это специальная краска для аэрографии. Также нам нужен трафарет для вуали. Эти трафареты продаются в магазинах для аэрографии, либо в ногтевых магазинах. Тут совершенно разные складочки есть, совершенно разные дизайны, рисуночки. Вы можете выбирать такой, который вам понравится больше всего. Я решила попробовать также 3 разных эффекта, поэтому сейчас вы это все увидите и посмотрите, как это легко на самом деле выполняется. Для того, чтобы наклеить эти трафареты, я использую пинцет, им легче всего подцепить эти трафареты. Трафареты эти являются многоразовыми, то есть если вы за ними хорошо будете ухаживать, то они вам прослужат очень-очень долго. И они не теряют свою липкость, так скажем. На типсик мы приклеиваем наш трафарет. Я приклеиваю боком для того, чтобы выглядело это интереснее и эстетичнее. И чтобы наш ноготок не укорачивать визуально, а больше на удлинение. Вот так приклеиваем, вот таким рисунком, который вам больше всего нравится. Это такие складочки. Сейчас я выберу для второго типса рисуночек. Я решила выбрать вот этот. Как вы заметили, что здесь с 2 сторон идут складки у трафарета, а на других 2 сторонах идет как бы более такие прямые линии, и они как раз таки будут создавать нам вот эти складки, то есть тут весь трафарет используется, так скажем, очень-очень хорошо. То есть каждая сторона будет использоваться у трафарета обязательно. И у вас будет очень много вариантов для того, чтобы создавать разные дизайны. Кстати, подпишитесь на мой инстаграм, там много полезных советов, интересных статей и много идей для дизайнов, так что переходите по ссылочке, подписывайтесь на мой инстаграм, я очень рада новым подписчикам. Также я выставляю там иногда интересные полезные ссылки с Алиэкспресс или с других сайтов на какие-то товары для маникюра и не только. Так что переходите и подписывайтесь на мой инстаграм. Естественно, ваш типс должен быть уже без липкости, вы должны снять всю липкость с вашего типса. Далее я беру первую красочку, это белая красочка, капаю ее в аэрограф, хватает 1-2 капельки. И сначала я проверяю красочку на руке, распыляю ее на руке, смотрю, что появился пушистик, то есть нежное нанесение красочки, и только потом я перехожу на типс. Делаю я градиент с начала трафарета до ноготочка, то есть до края ноготка, делаю такой нежный переход. Все это делается просто одним движением. Здесь как раз таки сильно не нужно напылять краски, она должна быть просто очень-очень нежной, для того, чтобы мы смогли потом наслаивать эти складки, и они были видны. Если мы сделаем сразу яркий акцент снизу, то нам потом будет не видно эти складочки. Далее я покрываю матовым топом, которым покрывала весь типс. Сушу, снимаю липкость и вот этой вот более прямой стороной трафарета накладываю на складочку и начинаю всегда с середины складочек. То есть иду от середины и уже по бокам иду дальше.
Так у нас не будет повреждаться вот эти складки, и мы можем их не покрывать постоянно топом, а вот так вот накладывая сбоку, где это влезает, там мы накладываем и делаем вот эти вот напыления, чтобы получились вот такие складки. То есть эта нежнота вот такая делается совершенно быстро и очень легко, как вы видите, просто напыляем и все. Иногда я закрываю ноготком, то есть пальчиком, весь ноготь, который не задействован в нашем рисунке, для того, чтобы туда не попала лишняя краска, и мне меньше нужно было потом протирать и стирать лишнее. Вот таким образом у нас получается, на самом деле, легкий и быстрый рисунок. Как раз на Новый год отличная идея. Если вы найдете где-то такие трафареты, будет просто отлично. Ну, конечно же, я думаю, что можно сделать такие трафареты самим. Единственное, они, наверное, будут одноразовыми. Я подтираю все лишнее. Это может быть безворсовая салфетка, смоченная в клинцере, либо кисточкой. И далее, после этого я уже покрываю топом, который у меня будет, то есть моим финишем. То есть я выбрала, допустим, глянцевый топ. Далее идет черная краска. Будем делать на таком интересном серо-зеленом оттенке. Сначала пробую на руке, а потом напыляю на сам типс. Далее вот такая красота у нас получается. Покрываю топом, сушу полное время и стираю липкость. И начинаю с серединки. Напыляю эти складочки. Легким движением. Если мы слишком много бросим краски, то будет некрасиво, будет такая резкая линия черная, и, наверное, это будет выглядеть не очень эстетично, красиво и нежно. То есть будет выглядеть немного грубо. Тем более с черными такими яркими оттенками, будьте осторожны, они очень пигментированные. Стираем все лишнее, все, что нам не нужно, и покрываем топом. Тут тоже решила покрыть глянцевым топом. Кто волнуется, что у него будет не держаться, так как это типсы, я ничего не покрывала. Но вообще лучше с краешку забафить, во-первых, ноготок, если он попадает на свободный край, вот это вот именно аэрография, то вы сначала проходитесь пилочкой по краю, а потом вы закрепляете праймером, и только после праймера вы закрепляете базой. Базой закрепили, и только после базы просушенной вы уже делаете топ, который вы будете использовать как финишное покрытие. Кстати, совсем недавно я запустила курс по акварели. Это акварель на ногтях. Я буду учить вас рисовать акварелью, даже если раньше вы никогда не рисовали акварелью, даже на бумаге. Я, естественно, вас научу и покажу, какие материалы, инструменты нужны для этой техники. Я покажу, какую акварель лучше выбрать, также скажу, какую лучше не выбирать, и также какая кисточка больше всего подходит для этой техники. Разберем с вами целых 7 техник акварельных, которые вы отрисуете, поставите руку, и потом мы нарисуем с вами 8 актуальных дизайнов акварельных, которые вы сможете потом как раз добавить в свое портфолио, и ваши клиенты будут выбирать этот дизайн и, естественно, вдохновляться вообще вашими работами. Акварельная техника достаточно легкая и быстрая, это самый такой быстрый дизайн, как я считаю, но при этом очень интересный, детализированный, который захочется разглядывать, и, естественно, такие нежные рисунки, которые не повторить гель-лаками. Гель-лаки — это совсем другое, тут очень сильно отличается акварельная техника. Красиво смотрятся все мои клиенты, когда видят на типсах какой-то рисунок акварелью, они прям восхищаются от этого рисунка. А также, когда они говорят: ой, можно повторить, и мы повторяем на их ручках, то просто они не могут оторваться от этих ногтей. Так что я вам советую обязательно купить этот курс. Сейчас он со скидкой стоит 499 рублей. Скидочку я сделала перед Новым годом, чтобы вас порадовать.
а без скидки этот курс стоит 799 рублей, так что успевайте и приобретайте этот курс, научитесь перед Новым годом рисовать быстрый дизайн, потому что это очень актуально, либо возьмите, потом будете отрабатывать их в праздничные дни. Все подробности будут в описании, все ссылочки, чтобы приобрести этот курс. Также не забывайте, у меня есть курс по рисованию персонажей из мультфильма «101 Далматинец». Это очень классные персонажи, и там вы сможете научиться рисовать схемы, также простраивать свет и тень на рисунке, и, естественно, научитесь рисовать этих персонажей. Итак, мы уже сделали розовое, покрыли матовым топом, защитили для того, чтобы трафарет наш не ломал рисуночек, потому что это все не держится, это высыхает на воздухе, как бы, можно сказать, как втирка, ну вот такое что-то. То есть оно очень легко стерется, если вы приклеите туда трафарет. Также с серединки я начинаю и потом иду по бокам, прилепляю и напыляю. Как видите, я даже не сильно креплю этот трафарет, просто главное, чтобы не попадало лишнее туда, куда не нужно. Далее я все протираю салфеточкой и кисточкой и можем покрывать топом. Вот и все, вот такая красота у нас получилась. Классные нежные рисунки, можно экспериментировать и экспериментировать с этими вуалями. Так что вот такой вот классный дизайн получился. Я рада, что показала вам работу с этими трафаретами. И напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой дизайн. Мне очень интересно. А на этом все. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Также подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые полезные видео. А на этом все. Всем пока-пока.